Итак, мы ставим стул. Здесь у нас где-то примерно сантиметров 70 от стены. Встаем рядом со стулом. На колени встаем. И затем ложимся на этот стул. Руками помогаем. И затем чуть-чуть упираемся на руки, встаем. И ногами упираемся в стену. Уперлись в стену, зафиксировались. Можно руками взяться за ручки и максимально повисли на стуле. Сейчас у нас растягиваются поясничные мышцы. И теперь мы поднимаемся вверх на выдохе. Делаем вдох. И на выдохе поднимаемся. Раз. За ножки стула мы просто держимся, чтобы было нам удобнее, но руками не помогаем. 2. Также мы вот так вот можем вниз голову повесить. И у нас еще дополнительно растягивается шейный отдел позвоночника. И поясница, и шея у нас все растягивается. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это упражнение я видел у Бубновского и решил тоже попробовать сделать, проверить на себе. Но мне кажется, с поясницей становится легче, и шея вот от такого положения тоже расслабляется. Ну, теперь перейдем к другим упражнениям. Теперь мы сидим и упираемся спиной в стену. Рядом у нас стоит стул, и мы пытаемся закинуть ногу на этот стул. Если стул слишком высокий, то можно поставить что-то пониже. Например, какой-нибудь пуфик, чтобы вы смогли ногу закинуть на него. Но я уже не первый раз делаю это упражнение. Уже мышцы подрастянулись, и поэтому я могу закинуть ногу на стул. Закинули ногу, и сразу же мы чувствуем, как у нас идет растяжка. Здесь вот, в этой мышце, в икроножной мышце идет растяжка. И также идет растяжка в нижней части бедренной мышцы. Очень хорошо все растягивается. Это как раз и нужно, чтобы снять компрессию с коленей. Итак, вот мы так сидим. И теперь еще пытаемся носочек тянуть на себя. Потянули, расслабили. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И теперь аккуратненько ногу снимаем. Сразу же чувствуется, как у нас нижняя поверхность бедра хорошо растянулась. И в коленях, сразу же чувствую, в колене правой ноги чувствую облегчение, потому что у нас мышцы растянулись, они уже суставы не стягивают. И, соответственно, у нас компрессия ушла с коленных суставов. И они будут отдыхать и восстанавливаться. То же самое теперь проделаем с левой ногой. Закинули ее на стул. Сразу же чувствую, как пошла растяжка. Самое главное, то, что вот это вот такое уникальное упражнение позволяет нам растянуть нижнюю поверхность бедра. Потому что нижнюю поверхность бедра растянуть сложнее всего. Вот когда мы просто даже так вот ногу положили, то чувствуется, как здесь у нас все очень хорошо растягивается. Это очень обязательно нужно делать, чтобы у нас снималась компрессия с коленных суставов. Итак, потянули носочек на себя. 1. 2. 3. 4.
10. Убрали ногу. Чувствуется тоже облегчение в колене сразу. Теперь опять закинули правую ногу. Мышцы уже подрастянулись, и сейчас нога закидывается уже гораздо легче. Потянули на себя носочек и держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опустили ногу. Теперь закинули левую ногу. Вот сейчас уже мышцы растянулись, и нога гораздо легче закидывается. Тянем на себя носочек и держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ноги опустили немножечко. Поворачиваем голеностопными суставами. В обратную сторону немножечко поворачиваем. Так, ноги у нас поотдохнули. И теперь закинули правую ногу. И стараемся закинуть левую ногу тоже. И теперь уже обе ноги мы смогли закинуть. Но если вам, конечно же, это высоко, тяжело, то поставьте что-нибудь пониже. Это очень полезное упражнение, потому что у нас венозная кровь отходит, у нас растягиваются икроножные мышцы, у нас растягиваются бедренные мышцы, и, соответственно, у нас колени будут отдыхать и восстанавливаться. Итак, сидим, и сейчас носочки на себя потянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продолжаем сидеть в такой позиции. И теперь тянем носочки на себя и держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь снимаем ноги со стула. Стол можно убрать. Продолжаем сидеть у стены. Здесь уже нам важно, чтобы угол между ногами и телом был 90 градусов, или может быть даже чуть поменьше. Поэтому двигаемся к стене ближе. И теперь нам нужно тоже очень хорошо растянуть еще икроножные мышцы. Итак, тянем носочек правой ноги на себя, потянули, расслабили. 1. Сейчас вот уже у нас икроножные мышцы сильнее растягиваются. Тянем. 2, 3, 4. Если вы чувствуете, что уже не такая растяжка, вы уже не чувствуете растяжения, то можно немножечко чуть-чуть вперед наклониться, и тогда растяжение будет уже сильнее ощущаться. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянем носочек левой ноги на себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь носочки обеих ног на себе потянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. И сейчас уже вот я ноги так вот положил и чувствую очень большое облегчение в коленях. У нас проблема в коленях в том, что сами мышцы стянуты, и они коленные суставы тоже сжимают. Мышцы растянули, и нагрузка ушла с коленных суставов. Суставчикам стало легче, они будут отдыхать и восстанавливаться. Ну а теперь будем делать упражнение еще лежа. Ложимся на коврик, так чтобы у нас только тело на коврике лежало, а ноги были на полу. На ноги лучше надеть носки, чтобы ноги лучше скользили. Итак, вот мы лежим, ноги у нас вместе, и ноги тянем вниз и стараемся носочки не отрывать, насколько это мы сможем. Выпрямили ноги, теперь тянем ноги вверх и носочки максимально стараемся прижимать к полу. И максимально к себе прижимаем ноги. Раз. Опять ноги ведем вниз, делаем медленно. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь выпрямили ноги. Немножечко приподняли колени. И делаем вращение коленями. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вращаем в другую сторону. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ноги прямо. Теперь подняли правую ногу вверх, носочек потянули на себя, от себя опустили ногу. Раз. Подняли. Носочек на себя, от себя опустили. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Левую ногу подняли, носочек на себя, от себя опустили ногу. Раз. 2. 3. 4.
7, 8, 9, 10. Ну, теперь мы встаем и будем делать упражнение стоя. Положили две книги рядом со стулом. Встаем пятками на книги. Носочки у нас к полу ближе. Встали и руками держимся за спинку стула. И теперь поднимаем носочки вверх. Опускаем. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь книги пододвинули поближе к столу. Носочками упираемся на книги. Пятки у нас на полу. И теперь приподнимаемся. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь кладем еще третью книгу. И правой ногой встаем на книге. Левую ногу приподняли. Теперь сошли с книг. Опять встали правой ногой, ногу приподняли. Сошли с книг. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Отодвинули книги. Теперь встали правой ногой на книге. Левая нога на весу. Рукой можем придерживаться за спинку стула. Сошли с книг. Раз. Встали. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь пододвинем книги поближе. Встаем рядом с книгами. Поставили левую ногу, сошли. Убрали правую ногу. Поставили левую ногу, поднялись. Убрали ногу. И вот таким вот образом мы перебираем ноги. Ну и делаем тоже вот примерно 10 раз. Можно даже и больше, потому что упражнения несложные, но очень хорошо убирает перекос таза. А перекос таза это тоже такое дело, которое плохо влияет и на тазобедренные суставы, и на позвоночник, и на колени. На все суставы, в общем, действует негативно. Поэтому это упражнение очень полезное, и можно его делать как можно чаще. Итак, теперь мы будем делать уже силовую нагрузку.
встаем рядом с дверью, беремся руками за ручки. И сейчас мы будем делать приседания, которые показывает Бубновский. Мы просто, у него, конечно, немножко по-другому, но я переделал под свой лад, потому что у меня нету шведской стенки. Но есть дверь, которая, я думаю, тоже есть у каждого человека. Встаем поближе к торцу двери, держимся руками за ручку и начинаем приседать. Руки у нас прямые. И встаем. Встаем на выдохе. То есть делаем вдох, когда садимся, и на выдохе встаем. 2, 3, 4, 5, 6. Руки прямые у нас и спина прямая. 7, 8, 9, 10. Теперь ноги на ширине плеч. И опять садимся на вдохе, на выдохе встаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще шире сделали ноги. И опять садимся, делаем вдох, встаем, выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Приседания мы сделали, ноги потренировали. Теперь еще немножечко погладим колени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Другое колено погладим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь можно еще немножечко полежать, чтобы у нас все тело отдохнуло. Делайте эти упражнения как можно чаще и будьте здоровы.